Наткнулся я пару месяцев назад на видео «Кто же такие бета-самцы?». Подумал, ну, вряд ли эту хуйню будут воспринимать серьезно. Звучало, конечно, красиво, но меня хватило только на первые 3 минуты. И вот я сижу спокойно, занимаюсь своими делами, как вдруг мне звонит друг, и после небольшого диалога он мне начинает затирать хуйню из этого самого видео. Я сразу высказал протест против поедания кала, который он пытается замаскировать под правду жизни и объяснить свою позицию. Но его уже поглотила эта тенденция разделения мужского и женского населения на буквы греческого алфавита. И я не смог его спасти. Вначале он считал себя бетой. Дальше пошла тенденция на сигм. Боюсь представить, что будет, когда греки увидят эти видео. Альфа, гамма, бета, дельта, эпсилон, зета, это, это. Чего я только не видел у себя в рекомендациях. И похоже, только мне одному показалось, что эти видео созданы для дебилов. И обозначая кого-то греческими буквами, они говорят общее качество, которое присуще всем людям. Но я был бы не если бы не готовился к роликам. Поэтому я пошел в магазин, с гордостью взял себе Балтик и принялся восхвалять себя, какой же я все-таки сигма-самец. Ведь мой праздник жизни происходил прямо в автобусе. Но если серьезно, я решил пересмотреть хотя бы несколько роликов про каждый из этих так называемых психологических типов. И вдруг оказалось, что я альфа-сигма-бета-самец, причем в ярко выраженной степени. И, конечно, все омеги мне подчиняются. Да, у меня закрадывались мысли, что челы, которые мне давали пизду у клуба, или тот чел, который мне отбил печень на трене с разворота, все-таки были выше меня в этой иерархии. Но ебать, я же сигма. Они просто об этом не знали. Знали бы, убежали. Ёп. Самая отличительная черта этого движения мужских сильных людей — это то, что все они себя ассоциируют с героями из фильмов. В основном это бойцовский клуб, американский психопат, американский пирог и так далее. В одном из видео даже говорилось, что если ты хочешь стать настоящим сигмой, то ты должен пересмотреть все вот эти фильмы. Вот это аниме и вот этот сериал еще. И тогда ты по-настоящему станешь тем самым мужчиной, не таким, как все. И стоит тебе посмотреть на этих людей, которые так хотят являться или считают, что уже стали этим альфой, как им уже говорят. Если ты живешь с родителями после 18, пьешь пиво, нюхаешь, куришь, пытаешься на вписке в***ать некрасивую телку, то это еще не является мужественностью. На что они с гордостью в ответ посылают их нахуй. Ведь их хейтеры видят только оболочку. А твою внутреннюю силу может рассмотреть только тот чел из видео. Ну и наши любимые девушки, девчушки, девчата, женщины. Как же тут без них? Эпсилон, омега-3 самцы всегда имеют большое количество девушек. Но почему-то встречаются только с одной. И даже если она флиртует с его друзьями, по приходу домой опускает говном в кучу дерьма, а еще в придачу изменяет, он всегда будет доказывать свою доминантность, называя всех друзей куколдами, опираясь на красивые слова из видео. Пару легких выебанов, как сахарная пудра, всегда делает его слова более весомыми и придает уважение в глазах пацанов. Но идет время, а запах дает о себе знать. Девушка уходит. Друзья, конечно, понимают и поддерживают, ведь эта ситуация спустила тебя до их уровней в иерархии. Ты уже позабыл про эти видео, но пришлось к ним вернуться, ведь ты познал правду жизни. Ты возвращаешься к ним, понимая, что оказывается это она ш**ха. И потихоньку выстраиваешь новые отношения, где тебя унижают чуть меньше, подкрепляет твою уверенность, что ты идешь в правильном направлении. Ты мне спросишь, Артем, но по сути они-то говорят правду, что не так? Я скажу, да, бро, они реально в чем-то правы, и все, что они описывают, реально имеют сильные мужчины, так что же не так? А я тебе отвечу, не так в этих видео то, что они не действуют. Они тебе не говорят, пойди на единоборство, брось пить, курить, перестань пытаться найти девушку бесконечно на то причины. Они просто описывают, какие следствия из действий, которые делают сильные самцы. Еще раз. Следствие действий сильных самцов. Когда мужчина сильный, он автоматически приобретает другие качества, которые присущи всем сильным. Также люди, которые рассказывают об этом, пытаются придать им красивую форму названия, разделить их на все буквы греческого алфавита. И никто никогда не делает тебе больно или неприятно. Никогда. Эта рафинированная информация только подкрепляет твою иллюзию высокого положения в обществе. Но на деле ты на 10% не содержишь в себе всего то, о чем слушаешь.